Будет выпуск интересный. Хотел поговорить о своем самом приятном времени, которое я вспоминаю очень тепло, с улыбкой, с радостью. И могу сказать, что этот период жизни я был самым счастливым, самым радостным, когда я ощущал чувство превосходства какого-то, такого внутреннего, когда я ощущал действительно себя счастливым. Мне очень нравилось. Это период, когда я был маленький, и когда я познакомился с такой игрой World of Warcraft. Я полностью в нее ушел, я в ней растворился, мне настолько был интересен этот мир, и как большинство других людей, они так же само ушли в этот мир. Но прежде чем я попал в World of Warcraft, сначала это была предыстория Варкрафта. То есть это был, сначала я даже помню Warcraft 2, наверное, а потом я помню случайно захожу в магазин с родителями, там где продавали диски. Тогда такие были актуальны еще магазины с продажей игр, дисков различных и такого всякого. И я вижу диск Warcraft Frozen Throne 3. Там был нарисован Артес, я помню очень хорошо. Я его еще не знал, это какой-то такой был интересный персонаж, но мне сразу понравилось как-то внешне, такое скверное какое-то, скажем, ледяное, холодное. Такое что-то в этом было. Ну, я помню, пришел потом домой, установил, и там зашел, какие-то начал кампании проходить. Вот я не помню, какие кампании там были, различные или в этом Варкрафте, но я очень помню хорошо кампанию за Артаса. Что он сначала был паладином, и помню миссию, кстати, с этим, там где надо этих селян бить, те, что чумой заражены. Хилсборд, по-моему, или как-то так. Еще есть инс такой в World of Warcraft. Ну, короче, проходил кампанию за Артаса, мне уже нравилось, потом он там королем-лечом был, потом там к этому Малганису, в Нордскол. Ну и как бы вот эта вся история была, и как бы я играл себе, малой был вообще, я не знаю какой. Мне нравилось, типа проходил. А потом через время, уже спустя там несколько лет, в школе, в начальных классах, одноклассник мне рассказывает, что есть такое World of Warcraft, что вот его там дядя или кто-то играет. И я говорю, да, типа расскажи мне, то сё. И он мне приносит диск, а там было дополнение Burning Crusade. Типа вот я смотрю на картинку, я понимаю, мне это очень нравится. Мне реально это нравится, как оно все выглядит. И как бы я пытаюсь установить диск у себя дома, потом беру, но у меня не получается почему-то. Какие-то или ошибки выбивало, или еще что-то. Но это типа получается... не получилось, в общем, поиграть. С его диском я отдал обратно диск, что-то у меня не получилось. И через какое-то время я узнаю от других друзей, что вот качаешь тот-то, устанавливаешь, заходишь. И как бы это было тяжеловато мне сначала, я не знаю, что-то мне зайти было тяжело в этот мир, там вот этот Set Realm List, это пиратки были. Как-то создать аккаунт, то есть тогда даже был аккаунт не тяжеловато как-то создать. Ну и в общем, вот это через какое-то время чудом как-то у меня качается, я захожу, помню, и реально в свой аккаунт я ввожу. Я еще прекрасно помню вот это ощущение, когда я видел эти ворота, те, которые находят, в запределье запускают. Я смотрю, и мне тоже так заставка это нравится. Еще, вообще тогда это было странно, что надо вводить логин и пароль раньше, чтобы в игру зайти, ты просто так кликаешь, и оно типа заходит, ты играешь. А тут еще получается, что надо еще вводить логин, пароль. То есть это как-то было в диковинку на самом деле. И типа, не помню, как я создал аккаунт, или мне кто-то создал, но кто-то мне, по-моему, из друзей помог. И я помню, захожу и вижу, вы можете выбрать персонажа. Я помню, первый мой персонаж, это был Таурен, друид. Прикиньте. Я иду этим друидом, и первый, помню, скилл, это кастуешь какой-то шар, и типа бьешь моба. Самое интересное, вот
за какой класс я вообще никогда не играл и вообще не знаю, как играть это за друида. Вот до сих пор не знаю, но мой первый персонаж это был Таурен друид. И я уже когда захожу в этот мир и начинаю просто играть, просто ходить по этой локации, просто бить этих мобов, мне кажется, что я просто такое ощущение, что перерождаю жизнь какую-то. То есть, ну, знаете, типа в матрицу какую-то погружаюсь, совсем другой образ, совсем более красочный мир, более интересный. Хожу, бегаю, ну и качаю этого друида. Я его качал недолго. Я потом создал, помню, эльфа крови паладина. Самый интересный факт, что вот потом, как сознательный WoW я играл, я никогда не играл эльфами крови. Никогда. Никогда у меня не было паладина эльфа крови. Да вообще у меня не было эльфов крови. Типа вот никогда я ими не играл. Вот всегда играл за нежить, любил играть. Нежить, хуманы или гномы. Все. Типа вот это типа. И создаю я, помню, через время этого паладина. И начинаю бить этих всяких змеев, как-то я не помню, как они, ну, на локации Лунасвет. Помню, убивают какие-то перчатки, как это все прикольно, сдаешь квесты, бегаешь и все прочее, прочее. Ну и короче, это просто. Типа тоже до какого-то там 11-12 левела качнулся, наверное. А потом, самое интересное, через время я создаю себе паладина Хумана. И уже мы с друзьями играем. Вот типа, ну, на сервере. Как, что, прочее. Ну и они мне начинают рассказывать больше. Я ж не понимаю этот мир еще там в интернете, какие есть места, какие левела. То есть я вообще малой и вообще как бы не понимаю. То есть реально как аутист какой-то. Просто мне такое ощущение, что я в целой вселенной, и мне надо познать этот мир и так просто в интернет зайти, почитать, узнать. Ну, то есть как-то я или не додумался до этого, или, ну, в общем, этого не было. И представьте, я когда бегаю по первой локации, Элвинском лесу, за этого паладина Хумана качаюсь, вот тоже уже левел 13, наверное. И потом мне вот друг говорит, так иди в Штормград. Я такой, какой Штормград? Он говорит, и показывает мне, где эта локация, говорит, это столица Альянса. И я помню, иду этот Штормград, добегаю в Штормград, и просто у меня отваливается челюсть. Прикиньте, у меня реально отваливается челюсть. Я до сих пор помню, как я подхожу к этому фонтану, и там стоят 70-е левела, одетые в крутейшую экипировку. Я не понимаю, что это за экипировка. Я не понимаю вообще, ну, в принципе, ничего. Я спрашиваю, что такое аукцион, где можно там взять еды, где обучиться. То есть я познаю этот мир, и я просто вижу этих, не знаю, как сказать. Я на них смотрел тогда и воспринимал как нечто чудо каких-то титанов элитных. И я понимаю, что это реальные люди. Я помню, как они красиво выглядели. Вот помню, разбойник стоял такой, и, знаете, вещи из Санвела, типа эти кинжалы, клинки, маски. И они еще светились так мангустом. И он стоит там на каком-то маунте таком красивом. И я такой голодранец 12-го левела стою на него, смотрю. Ну и на других каких-то персонажей. Просто такой шокирован максимально. Думаю, вау. И потом я вижу через время, как на Штурмград кто-то нападает, как раз или разбойник какой-то. И я вижу, как он начинает бить. И вижу уже как дуэль файт. И понимаю, сколько скиллов и всего прочее способностей. Я просто удивляюсь от того, какая механика этой игры. И типа, насколько круто может выглядеть, например, вот это сражение в этом мире, когда ты можешь сам выбирать и предпринимать какие-то решения, улучшать своего персонажа и так далее. Ну, то есть впечатления были просто, ну, очень нереальные. Ну и, конечно, потом начал бегать по этому Штурмграду, смотреть, что продают вендоры. Помню, там на каком-то левеле там какую-то саблю или катану можно было взять. Я эту саблю-катану взял, где-то насобирал серебряные монеты или ходил попрошайничал. Ку, дай голд, ку, дай голд. Кто-то там дал мне, по-моему, сколько-то голды. Сколько-то насобирал там за задание. И, короче, купил себе какой-то меч. Ну, в общем, когда поизучал, мне вот тоже там сказали, можно дом сделать в столице, в Штормграде. Сделал и побежал дальше качаться. Качался,
по этому Элвинскому лесу, бил, делал квесты, там с кем встречался тоже мы общались, как-то шутили, прыгали, там дуэлились как-то, ну типа такое вместе в моменте как-то мне было все интересно, не так, как бы сейчас люди играют, там быстрее там с точки А попасть в точку Б. А тогда было больше интересно изучать мир, смотреть, получать эмоции, общаться, веселиться, типа это было реально круто. Ну и еще я потом помню, когда побежал в Сумеречный лес, играл там, качался. У меня еще был друг, мы дружили, типа, вот, ну, в реальной жизни. Он в WoW не играл, кстати, по-моему. И, кстати, я не помню почему, но он заходил ко мне в гости и садился со мной рядом и смотрел, как я играю. Ну, типа, как-то вот так это было. Я помню. И как бы мы дружили, и его родители, вот его дед, типа, пригласил на дачу у нас. Я помню хорошо. И тогда я как раз дошел как-то через время до 30-го левела, по-моему. Блин, вот не помню, какой левел был. По-моему, 30-й. И появился первый маунт у паладина, лошадь. Охренеть. И мы покупаем эту лошадь. Типа как раз я ему показываю, что вот у меня есть теперь лошадь, на которой можно ездить. Это такое было достижение. Что я помню, мы на этой даче брали эту лошадь, рисовали, типа. От того, насколько вот каждый шаг победы, вот какое-то приближение к чему-то, давал такой большой скачок вот этого дофамина какого-то. Лошадь, новые способности. Или я помню, когда первые наплечники выпали. Вот реально. Я не помню, какие они были, как были. Ну, какие-то вот эти стрёмные, кольчужные. Самые первые. И когда ты одеваешь первые наплечники, ты смотришь, что у тебя персонаж уже выглядит совсем по-другому. Ну, то есть совсем по-другому уже. Настолько статно. Уже к вот этим элитным титанам, которые на высших левелах, ты уже начинаешь что-то из них брать, уже какую-то текстурку. Когда первая какая-то шапка появляется, или там вот эта кольчужная такая голова, плащ там какой-то такой красивый, и ты уже такой, прям как гибридный воин. Типа уже и выглядишь потом по тем локациям. Ну, короче, и играли ж мы с другими друзьями тоже, но они были постарше, и они, типа, когда ты малой, типа, любят посмеяться, повеселиться, знаете, типа, ну, мы дружили как-то. И как-то или пароль кому-то я дал, или как-то что-то, я не помню. Ну да, наверное, я даже догадываюсь. Я не знаю точно кто, но я догадываюсь, наверное. Но я не уверен. Ну, короче, через время я захожу на свой аккаунт и смотрю, моего персонажа нету. Его удалили. У меня депрессия какая-то. Представьте, будто часть тебя, она просто растворилась куда-то, ушла в небытие. Когда ты тратишь много времени, качаешь, улучшаешь, развиваешь, и кто-то решил над тобой просто пошутить, удаляет тебе этого персонажа. Кстати, это меня долго было, ну, преследовало, что я помню, даже мне какая-то мама удалила персонажа, когда сестра рассказала ей, ну, типа, как это сделать, типа, по приколу, я просто не вышел с игры, и они решили надо мной так пошутить, но это другая история. Ну, сама суть, что я тогда впадаю в депрессию, у меня нет настроения, мы потом с этими друзьями выходим, я смещаюсь, я говорю, все, я больше никогда в WoW не буду играть, вот, типа, я там столько всего, они мне говорят, давай я тебе своего отдам, будешь ли играть моим там паладином, я помню, типа, только там, по-моему, даже левел был больше. Я говорю, нет, я вот, к сожалению, я не помню ник какой был. Вот знаете, было прикольно бы этот ник. Если бы он где-то был записан, как оно называлось, где-то даже надпись какую-то сделать, ну как-то запечатлить этого паладина тогда. Вот он где-то был какого-то левела от 30 до 40. Вот где-то в таком интервале. Где-то в таком он был интервале. Я вам сейчас, кстати, рассказываю различные вот эти локации. Я просто образно говорю. Сумеречный лес, вот это. Я просто потом за Орду начал играть, не помню, которая рядом, прикольная локация. Там качались, вот то.
То есть по различным локациям бегал, и я был тогда так, друзья, шокирован на самом деле этим удалением этого персонажа, что я потом в WoW вернулся где-то через неделю только. Где-то я вернулся только через неделю уже. И знаете, что самое интересное? Что это удаление персонажа меня потом дальше тоже преследовало все-таки. Следующий этап, который был, кого я создал, я уже не помню. Вот этого паладина и друида, которых я создал, скажем, первыми, я отлично помню, хорошо помню очень. Реально. Потому что тогда, наверное, вот эти эмоции, впечатления, которые я видел, играя за них, они у меня остались в голове, эти картинки и все прочее. А дальше уже, когда создал, ты ж уже знаешь, как оно, куда оно, какой квест. Это совсем такого ощущения не вызывало. Знаете что? Это был небольшой экскурс в начало моего World of Warcraft. Если эта тема будет интересная, я дальше начну рассказывать, какие у меня были следующие персонажи, как я впервые попал в Нордскоул и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому спасибо, друзья, за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь.